Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду говорить о том, что мужчинам категорически не нравятся татуировки на женском теле. Когда мужчина видит женщину с татуировкой, это сигнал о том, что к этой женщине подходить не нужно, потому что эта женщина непригодна, и особенные в смысле того, что с особенным умом или отсутствием, скорее всего. Татуировки для мужчин – это табу. Мужчины ценят в женщине чистоту, женственность. И Создатель не просто так нас придумал с телом без рисунка, что же с собой продолжает сейчас делать молодое поколение. Сразу, знаете, вот как в фильме, вот стоят женщины или идут женщины, и сразу такой темный свет на женщине, на которой тату. Это я вам говорю, то, что происходит у мужчины в голове, когда он видит такую девушку. Я знаю случаи, когда молодые люди сразу видели девушку, и она им очень понравилась, они хотели подойти, но как только они видели татуировку, они этого не делали, они просто прошли мимо, хотя девушка очень понравилась. Ну вот так вот. Тату – это маркер. Маркер того, что к этой женщине подходить не нужно. Как можно по-другому себя украшать девушкам? Девушкам можно себя украшать образованием хорошим, умом блистательным. Ну, это не обязательно, но тем не менее поддержать интересную беседу, что сейчас уже становится небольшой такой редкостью. Поэтому направить, украшать можно себя одеждой, сережками, но украшать себя татуировками, на мой личный взгляд, это глуповато очень. Понимаете, тату, оно очень дешевит. У мужчин татуировка на теле женщины ассоциируется с распущенностью. Например, такой случай, когда молодой человек влюбился в девушку, у него была татуировка, его это отталкивало, но он настолько был влюблен, что закрывал глаза. И когда влюбленность прошла, то он уже стал сам обращать внимание, что уже личность самой девушки стерлась. Вот это все время плямба у него была перед глазами, он ничего с собой делать не мог, и в итоге расстался, даже не сказав, по сути, причину. Ну, вот так вот. То есть до такой степени татуировки раздражают, и они не понимают наличие татуировки у женщины. Татуировки на женщинах у мужчин ассоциируются с доступностью, с развратом. Кругозор хомячка такой сейчас популярен. Еще одно наблюдение мужчин, что женщина с татуировкой, у них измененная психика. Она уже ненормальная. Ты как бы, если это на теле, ты начинаешь ассоциировать владельца тела с его рисунком, и у тебя происходит объединение его сознания и объяснение себе самому, как этот человек мог сделать себе такой рисунок. И, соответственно, вывод, что он не совсем далекий, если он это сделал. Не была прекрасной наружности девушка и женщина, но если есть этот маркер, татуировка, ты как бы понижаешь свой статус. Конечно, если говорить о том, что мужчина сам забит, то, скорее всего, наверное, он тоже будет воспринимать девушку с татуировкой как что-то нормальное явление. Но если мы говорим про большинство мужчин с классическим вкусом, скажем так, с вкусом на женщин, нежная девушка, женственная девушка и потенциально будущая мама детей, то такому мужчине женщина с татуировками, скорее всего, не понравится. И сейчас останови какую-нибудь девушку и спроси, что означает, например, татуировка, добитая до лица, вся шея здесь,
какой-то там вот эти вот ужасные, бессмысленные, наитупейшие татуировки дракона, тигра, розочки, бабочки, меча на ноге и всего остального, никто, конечно же, не скажет, что имелось в виду. Возможно, это видео кого-то остановит, чтобы не сделать очередную глупую татуировку, которую потом в большинстве своем девушки и женщины, и не только женский пол, хотят свести, но это сделать крайне сложно и практически невозможно, потому что останутся шрамы. Почему не останавливаются и накалывают себя? Почему сейчас такая молодежь в голове вот из ТикТока состоящей только? Посмотрите, какие нелепые, как молодежь заканчивает сейчас жизнь совершенно нелепыми селфи, на что она идет ради каких-то просмотров. Гетто-стайл. И если девушка думает, что она будет какой-то субкультуре принадлежать, не знаю, культуре рэперов, если она вся в татушках такая будет, ей-йоу, нет. Современный российский философ Дукин описывает татуировки на женщинах вот так. Совершенно растрачена онтологическая энергия мужского и женского. Начало — огонь, который больше не греет. Магнит, который больше ничего не притягивает. Соблазн, который оставляет всех равнодушными. Вот сегодня мужчин это все, то, что с собой делают женщины, оставляет абсолютно равнодушными. Татуированные женщины — это плевок в душу народа. Если не сказать больше, и пока мы будем равнодушно принимать веяния моды, ничего хорошего ожидать не стоит. В эпоху эмансипации это в силу свободы, девушки женщинам дали свободу, это вот такая попытка встать на одну ступень. У мужчин есть тату, и я делаю тату. Ну, оставьте хотя бы тату для мужчин, но прекратите это делать с собой. Биоэнергетики, кстати, считают, что тату, вот это вот краска, которая въедается в кожу, она вообще нарушает энергетику человека. Биополе. Я обращаю внимание, что на ютубе есть видео, которое мне совершенно недавно попалось, где молодой человек по молодости сделал себе татуировку, и оказалась игла, зараженная СПИДом. И его тело парализовало, и очень много лет у него двигается только лицо. К сожалению, и такие истории бывают, нужно быть очень осторожными. В 1891 году появляется татуировочная машина, и она становится доступна для множества людей. Понимаете, когда что-то становится доступно для многих, то это все превращается в наше капиталистическое время в бизнес. Эти татуировки появились. Сначала они были популярны в среде моряков, а затем татуировки стали массовым явлением в уголовной среде. Как многие, конечно же, знают и ассоциируются как раз татуировки именно с этим миром. Как будто уже женщина срок отмотала. С тату можно было узнать, кто перед тобой, высокого ли ранга человек или просто раб. В какое-то время тату делали животным, просто так вот обозначали, да и сейчас обозначают скот. И вообще татуировки раньше делали тоже, чтобы выделиться, когда были массовые какие-то уличные представления, туда собирали всех разных людей с какой-то нетрадиционной внешностью. Я читала историю о том, что мужчина, работающий в салоне, сделал наблюдение, что те, кто приходит делать татуировки, там практически нету, достойных, по его мнению, вот именно таких образованных, что называется, со смыслом девушек. Это женщины с довольно примитивным сознанием. Девушка одна уже постарше
Пишет о том, что совсем в юности она хотела себе набить татуировку. Это была навязчивая мысль, но родители ее отговорили, за что она сейчас их очень сильно благодарит и понимает, что это была бы ошибка ее жизни. Особенно, когда она сейчас видит, как ровесницы, все как одна, начинают сводить эти татуировки по много-много лет. Лучше, поверьте мне, уже лучше натурально, естественно. Когда вообще женщина принимает свою внешность такая, какая она есть, это самое красивое для мужчины, когда она себя любит, просто с кончиков пальцев вот до макушки головы. Это самое лучшее. Вот над чем нужно поработать. Это мода абсолютно сейчас бессмысленная, которую хотят, которой подражает молодежь. Совершенно идет отупление молодежи. Стоит задуматься, милые девушки, не делайте это с собой. Это смотрится отвратительно. Ставьте свое чистое, красивое женское тело с снежной кожей. Наполняйте себя внутренне. Нету культуры, рушится вся идеология того, как должна выглядеть женщина по-настоящему в России или где-то еще. Тебе кажется, что ты крутая, но, честно говоря, это не так, и смотрится это очень примитивно. Татуировки хороши в одном случае, когда есть шрам, и если встает выбор оставлять шрам и сделать тату, то в некоторых случаях татуировки действительно могут скрасить этот некрасивый шов. Но только в этом случае. Либо татуировки, как мужчины некоторые говорят, я могу закрыть глаза на небольшую татуировку. Она не будет напрягать. Но если это будет большая, если их будет много, если их даже несколько будет, то это табу. Милые женщины, прекрасный пол, прекратите набивать татуировки. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже скоро. Пока.